Компания Geely открыла предварительные продажи обновленного кроссовера Okavango на домашнем рынке. Внешность автомобиля получила заметные доработки, а салон остался практически без изменений. При этом покупатели теперь могут выбрать версию с 5 или 6 местами, а 7-местный вариант стал опцией. Новинка доступна с выбором из 2 двигателей и 4 комплектациями. Стартовая версия оценена в $14 600. Как часто бывает с китайскими брендами, Geely позиционирует это обновление не как рестайлинг, а как третье поколение модели, которое известно в Китае под названием Haoyuel. На самом деле, это лишь плановое обновление кроссовера, который производится с 2020 года. Причем нынешнее, второе поколение модели, вышло на рынок сравнительно недавно, в декабре 2022 года. Нельзя не отметить, что обновлений у этой модели действительно немало. И мы готовы подробно рассказать о каждом из них. Geely Okavango 2026 модельного года получил свежие штрихи в дизайне, сосредоточенные на передней части. Теперь здесь более компактная радиаторная решетка, перекликающаяся со стилем обновленного Geely Atlas, а передний бампер обзавелся крупными воздухозаборниками по бокам, характерными для последних моделей бренда. Светодиодная оптика осталась без изменений, как и стандартные 19-дюймовые колесные диски, а для топовой версий предусмотрены новые 20-дюймовые. Задняя часть автомобиля не изменилась. Новинка предлагается в 4 цветах кузова – белом, серебристом, сером и черном. Изменения в дизайне привели к некоторому увеличению габаритов. Длина кузова 4865 мм, ширина 1910, высота 1770, а колесная база составляет 2825 мм. По сравнению с прошлой генерацией, кроссовер стал немного длиннее, всего на 5 мм, что практически незаметно невооруженным глазом. Дорожный просвет 184 мм, достаточно для уверенной езды по городским неровностям и легкому бездорожью. Подвеска у новинки полностью независимая. Спереди стойки Макферсон, сзади многорычажная схема. Интерьер остался узнаваемым, но обновление принесло новые варианты отделки и свежие цветовые решения. Перед водителем установлена знакомая 10- и 2-дюймовая цифровая приборная панель, а в центре расположился большой 14- и 6-дюймовый сенсорный экран, работающий на новой операционной системе Flyme Auto. Из интересных изменений в компоновке салона. Если раньше стандартные версии предлагались только с 7 местами, то после рестайлинга базовые модели получили 5-местный вариант. Более дорогие комплектации 6-местный. 7-местный салон теперь доступен почти для всех версий, кроме базовой. Базовая версия включает в себя все необходимое для комфорта и удобства. Салон отделан искусственной кожей, зеркала с электроприводом и обогревом, передние кресла регулируются с помощью электропривода. А климат-контроль настроен на 2 зоны. Для удобного доступа предусмотрен бесключевой вход через дверь водителя. Музыку обеспечивает система Flyme Sound с 4 динамиками. Также доступны круиз-контроль, камера заднего вида и современные дисплеи приборной панели и центрального экрана, о которых уже упоминалось. Следующая комплектация делает автомобиль заметно технологичнее и комфортнее. Появляется беспроводная зарядка, улучшенная аудиосистема с 6 динамиками, электропривод двери багажника, панорамная крыша и круговой обзор с панорамной камерой на 360 градусов. Предтоповые и топовые версии отличаются только силовым агрегатом, но предлагают максимальный комфорт. Поясничная поддержка для водителя, подогрев и вентиляция передних и задних кресел. А для второго ряда еще и массаж. Добавлена 128-цветная амбиентная подсветка, проекционный экран, расширенный набор ассистентов водителя и адаптивный круиз-контроль. Для безопасности и помощи водителю предусмотрена система ассистентов 2-го уровня. Для 5-местной версии багажник вмещает солидные 628 литров. В 6- и 7-местной версиях пространство под багаж сокращается до 162.
но при необходимости, сложив два ряда сидений, пространство увеличивается до 2360 литров. Обновленный Акаванга, как мы говорили ранее, будет доступен в 4 комплектациях. В 3 из них теперь установлен новый турбированный двигатель объемом 1,5 литра. Напомним, ранее актуальная модель предлагала только 2-литровый мотор. Этот 1,5-литровый агрегат развивает 181 лошадиную силу и 290 ньютон-метра крутящего момента, работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и обеспечивает средний расход топлива 7,3 литра на 100 километров. Максимальная скорость в этой версии 185 км в час. Топовая версия кроссовера сохранила прежний 2-литровый турбомотор с мощностью 218 сил и 325 ньютон-метра крутящего момента, также с 7-ступенчатым роботом. Средний расход топлива здесь чуть выше – 7,9 литра на 100 километров. Разгон до 100 км в час занимает немного меньше 8 секунд, а максимальная скорость достигает 210 км в час. Во всех модификациях кроссовера установлен топливный бак на 60 литров, а привод исключительно передний. Теперь давайте перейдем к ценам 3-го поколения, как, собственно, и подчеркивает сам производитель. Без учета скидок, 3 базовые версии с 1,5-литровым двигателем оцениваются в диапазоне от 14 600 до 17 400 долларов. Топовая версия с 2-литровым мотором стоит на домашнем рынке 18 900 долларов. При этом ограниченная по времени дополнительная выгода позволяет снизить стоимость всех версий еще на 1400 долларов. Geely Akavanga 2026 модельного года сохраняет проверенные решения в салоне, предлагает гибкие варианты компоновки и современный дизайн. По цене и оснащению он доступнее, чем Geely Manjaro, при этом схож по технологиям и комфорту. Если вы передвигаетесь в основном по городу и полный привод не является приоритетом, этот кроссовер станет практичным выбором. Ну что, друзья, если вы доехали до конца видео, значит, вам точно понравилось. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры. Лайк, как полный бак. Заряд энергии для нас. Делитесь своим мнением в комментариях. Это помогает нам делать контент еще интереснее. Мы желаем вам крутого настроения и удачных поездок. До следующего видео на нашем канале.